Здравствуйте. Мы стараемся быть в авангарде культурологических процессов и рассказывать вам об интересных людях, группах, событиях, не только музыкальных, но и вообще творческих, креативных и интересных. Сегодня наш ролик посвящен человеку, который очень интересен нам. Надеемся, что и вы заинтересуетесь его необычной жизнью и судьбой. Сразу скажу, что его уже давно нет с нами, но тем не менее от этого его наследие творческое огромно. До сих пор, наверное, исписаны километры трудов о его жизни, творчестве, о влиянии. Речь идет о величайшем поэте 20 века, уроженца города Черновцы, Пауле Целане. Пауль Целан. Я сразу подозреваю, что имя это и фамилия большинству ничего не скажет. В этом нет ничего удивительного. Вы не подумайте, что мы тут чрезмерно умничаем, но лично я узнал Пауля Целана тоже, скажем так, в конце 80-х годов прошлого столетия, благодаря журналу «Иностранная литература», потому что были его публикации там. До этого в Советском Союзе Целана фактически не публиковали, хотя в сборнике серии «Всемирная литература. Западноевропейская поэзия» 19-20 века там было достаточно стихотворений Пауля Целана, в том числе его самое знаменитое стихотворение «Фуга смерти». С «Фугой смерти» мы столкнулись при очень интересных обстоятельствах. Когда-то я анализировал творчество знаменитейшего певца, исполнителя, писателя Ника Кейва. И как-то раз попался на интересную статью, где анализировалось его рабочее место. Как говорится, его станок, стол, где он творит свои творческие, воплощает все задумки. И там интересная была вещь. У него на стенке было пришпандорено, по-другому не скажешь, вырвано из книги 2 листика с 2 стихотворениями. Одно стихотворение Одена, великого поэта, а второе не менее великого, но тогда я не знал вообще, кто это, что это, Пауля Целана, именно «Фуга смерти». Вот Кей вот так вот пришпандорил и поглядывал на эти 2 стихотворения. Видать, это у него были какие-то творческие позывы, помыслы, откровения и все остальное. Поэтому уже как-то отложился и тогда Целан. Но давайте все-таки перейдем к его непосредственной личности. Потому что наше очень, скажем так, несокрушимое мнение состоит в том, что люди на пустом месте не рождаются. Притом такого калибра все имеет какие-то причинно-следственные связи. В любом случае, если хотите, случайностей не бывает. Так вот, Пауль Целан вовсе и не Целан, а при рождении носил фамилию Анчель, отец Лео Анчель, мать Фредерика Аргер, которая стала Анчель. Так вот, родился он в Черновцах 23 ноября 1920 года. Черновцы ныне входят в состав независимой Украины, входили, вы знаете. Но это город очень интересной, давайте говорить так, судьбы. Это перекресток культур, народности, исторических путей, взаимодействия. Это абсолютно, даже есть такое выражение, черновицкий меридиан. О Черновцах мы упоминали, когда у нас был ролик о Вильгельме Райхе. Он тоже уроженец Буковины. Этот край дал много талантливых людей. Скажу вам, что его называли, этот город Черновцы, Веной над прутом. Там протекает река Прут. А его своеобразие в том, что он фактически входил очень долгое время в состав
Австро-Венгерской империи под Габсбургами был. И в 1774 году произошло это объединение в состав вхождения Австро-Венгрии. И город этот до сих пор сохранил свое очарование. Второго такого города нет. Старинные застройки, очень интересная архитектура, абсолютно этнический котел настоящий, смесь. А в то время так вообще. Город населяли румыны, украинцы, поляки, венгры, евреи, немцы, цыгане. Кого там только не было. В общем, словаки. Все, кто рядом в этом котле находился, общались, и фактически, например, того же антисемитизма в Черновцах как такового и не было. Был, конечно, мягкий бытовой, об этом вспоминал сам Целан еще в школе и так далее. Но это, в общем-то, такие вещи, они, к сожалению, до сих пор неисправимые и присутствуют так или иначе в любом обществе, на том или ином уровне. Так вот, отец его был мелким коммерсантом, человеком, по тем временам, наверное, больше среднего достатка. Мать не работала, но очень любила, фактически знала очень хорошо немецкую литературу. Надо сказать, что Черновцы был подвержен влиянию немецкой культуры, потому что вся местная еврейская диаспора в Черновцах, она составляла большинство населения, именно была немецкоязычной. И в доме Целана Анчеля тоже говорили на немецком языке, он его досконально знал. Впоследствии он изучил 8 языков и прославился как переводчик, в том числе и русской поэзии. Он великолепно переводил Есенина, Велимира Хлебникова, Осипа Мандельштама. Даже Евтушенко перевел в свое время «Бабий Яр» и за это в 1962 году получил премию. То есть он даже прославился как переводчик очень сильно, но об этом чуть позже. Закончил гимназию. Стала ситуация с местом обучения в дальнейшем. Он мог продолжить обучение, вернее, задумки были продолжить обучение либо в Австрии, но Австрия попала под немецкий аншлюз, либо в Румынии. В Румынии тоже было неспокойно, в Бухаресте были квоты на обучение еврейского населения. Поэтому отец принял решение отправить сына во Францию, в город Тур, где находился прекрасный медицинский университет. Он в него поступил, а это, в общем-то, была прерогатива многих еврейских семей детей определять во врачи, потому что, вы знаете, врачи никогда бедствовать не будут, особенно в наше время. Поэтому начал учиться на медика, но постоянно имел склонность к литературному творчеству. Вначале это был читатель, он поглотил все возможное, что существовало в прозе, поэзии, просто был настоящий пожиратель книг. Это дало ему очень большой уровень эрудиции. А вы знаете, косвенно, так или иначе, хочешь ты копировать, не хочешь, но весь твой накопленный книжный опыт так или иначе сказывается. И рано или поздно он всплывет. И это был как раз тот случай. Когда он уехал на каникулы, то рассказывал отцу в Черновцах, что в Париже, куда он заезжал иногда отдохнуть на выходных, невозможно было даже пить нормальное вино, потому что мы его наливали в чашки. Когда отец спросил, почему, говорит, потому что там столько в Париже черновицких, ты даже не представляешь, что скажут, что я в пьянстве увлечен и так далее. То есть я вам скажу о том, что это нам всегда вбивали в голову, что Европа была в то время закрыта. Нет. Свободное пересечение и так далее. Единственное, конечно, Германия очень испортила всю ситуацию со своими нападками на мирные европейские страны. И вот как раз во время очередных каникул Пауль попал под эту ситуацию. Возврата домой не было, вернее, во Франции уже не было, границы перекрыты. Гитлер начинал свои активные действия. И поэтому, чтобы не терять времени, он поступил в Черновицкий университет, рядышком с домом, на филологическое отделение. Но тут еще более интересная возникает ситуация. По некоторому стечению обстоятельств историческому, Черновцы переходят туда-сюда.
Я не говорил об этом, но согласно Версальского договора 1918 года, черновцы из Австро-Венгрии перешли в королевство Румыния. А летом 1940 года черновцы отошли к Советскому Союзу. Вы помните, да? Молотов, Риббентроп, все эти события. Северная часть Буковины отошла к Советскому Союзу, в том числе Черновцы, а южная часть Буковины осталась под королевством Румынии. И поэтому летом зашли советские войска, и удивительное дело, но наш Пауль Анчель, на тот момент он еще был Анчелем, стал Павлом Львовичем Анчелем. Паспорта советский получить надо было. Зашли. И он учил, кстати, и советскую литературу, и прекрасно в ней разбирался. Я уже говорю не о русской. То есть это был человек выдающихся изначально литературных способностей. Но советское время недолго продолжалось. Многих, конечно, советы депортировали в Сибирь. И надо сказать, извините за каламбур, им повезло. Потому что как раз многие из тех, кто депортированы были в Сибирь, они и выжили. Почему? Потому что в 1941 году в июле зашли румыны с немцами. Началась Вторая мировая война, Великая Отечественная, и, в общем-то, сразу пошли более жесткие порядки. Много евреев расстреляли моментально, заставили носить желтую звезду, как признак еврейской национальности, и, в общем-то, начали людей просто сгонять в концлагеря. Попали в концлагерь родители Пауля Анчеля. Они там погибли оба в рубеже 42-43 годов. А самого Пауля взяли, так как молодой, в трудовой лагерь строить дороги. И благодаря тому, что, в общем-то, политика черновицкого мэра была, в общем-то, лояльная, он уговорил не уничтожать полностью еврейское население, потому что город тогда встанет. Они занимали многие посты в экономике, вообще в общественной жизни и так далее. То есть полностью их права там не ограничили, но, конечно, значительную часть все равно уничтожили. Вот благодаря этим моментам Пауль выжил. Когда зашла опять советская власть в 1944 году, он даже успел поработать помощником психиатра в больнице, для того, чтобы избежать призыва в армию. Это давало определенную бронь. И успел даже съездить, об этом остались воспоминания, в город Киев, в командировку, как Павел Львович Анчель. Но недолго это продолжалось. Всеми путями он, в общем-то, не особо приветствовал советскую власть. И была тогда такая возможность, он перебрался в Бухарест, где взял наконец-то псевдоним свой Целан. А Целан это всего лишь навсего анаграмма прочтения фамилии Анчель. Переставьте букву и получится Целан. И поэтому там же издал первый сборник стихов в Бухаресте. Оттуда через Будапешт транзитом попал в Вену. И в Вене у него получилась знаковая встреча с женщиной всей его жизни, впоследствии замечательной австрийской писательницей Ингеборга Бахман. Ингеборга Бахман. Получается, что история даже оставила нам дату встречи. Это вот было, если спроецировать на сегодняшнее время, как раз вот в эти дни, 16 мая 1948 года. По воспоминаниям Пауля, 20 мая они друг друга полюбили, и эта женщина сопровождала фактически его всю жизнь. Бахман – это известная писательница. Она изучала философию Хайдеггера, даже защитила по нему диссертацию. Из очень интеллектуальной семьи, подкованная. Она, кстати, в Советском Союзе и издавалась. Я вам скажу сразу, что это тоже творчество не для всех. Но попробуйте, найдите ее, почитайте. Наверняка заинтересует. Но я прежде всего бы хотел обратить ваше внимание на эпистолярный жанр. Сохранилась переписка, которая длилась десятилетиями между Бахман и Паулем Целаном. Эти письма – настоящее откровение. Они опубликованы. Есть они и на русском, и на украинском языке. Вообще-то так и есть перепиской Бахман и Пауля Целана.
Поэтому я вам скажу, что читать это очень интересно, потому что это настоящий памятник истории, памятник культуры. И что самое важное для многих начинающих поэтов и маститых, там, в общем-то, в некоторых письмах проскальзывает механика письма Целлана. Потому что это поэт очень неоднозначный. Его читать неподготовленным читателям невозможно. И он очень раздражался, когда его еще при жизни спрашивали: Пауль, а скажите, что означает та или иная строфа, что означает тот или иной оборот, что означает то или иное понятие? Он на это очень сильно серчал и нервничал. И всегда говорил: для того, чтобы это понять, читайте, 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 и откровение придет само. Очень интересный ответ. Я не скажу, что у нас Целлан из тех поэтов, что лежат у изголовья головы или под подушкой, промокшие от слез. Пробовал лично я его читать, вы знаете, моментами очень нравится, но это очень сложный поэт. Это действительно сюрреалист от поэзии. Я вам скажу, что он был воспринят на ура, потому что в Германии фактически не осталось немецкоязычных поэтов такого уровня. Из Вены, кстати, чтобы соблюсти хронологию, в 1948 году он уехал, попал в Париж. Он не хотел ехать в Германию, хотя был немецкоязычный. Говорит: у меня прошлое от Холокоста, от концлагерей, от уничтожения евреев настолько сидит в голове, что я не могу выносить эту страну. Тем не менее, немецкоязычная публика его признавала. Он был ею обласкан. Издавался периодически в Германии и Австрии, конечно. Получал множество литературных премий и оплачивал свой труд писательский достойно. Я вам скажу, что по отзывам современников он не бедствовал, в отличие от многих поэтов. Но у него начались другие проблемы психического плана. Все-таки пережитое, связанное с Холокостом, осталось у него. И никогда и не уходило. И у него начались рецидивы. До этого он встречался с некоторыми женщинами. С Ингеборга Бахман не складывался у него роман. Фактически это был эпистолярный роман. Конечно, были встречи. Но женился он на другой женщине, на француженке Жизель де Лестранж. Она художник-график, образованная женщина, которая очень ценила творчество Целлана. А поддержка женщины, жены в данном случае, для любого творца это является одним из основополагающих факторов. Хотите вы этого или нет, но ощущать человека рядом, близкого, который поддерживает тебя и понимает, что ты делаешь даже при твоих неудачах, очень важно. Здесь ему с этим повезло до определенного момента. В 1955 году он получил французское гражданство официально, и у него родился сын Эрик в 1955 году. То есть более-менее была благополучная ситуация. Его приглашали участвовать во многих конференциях, посвященных литературному творчеству. То есть он был востребован. Он даже преподавал немецкий язык. И казалось все безоблачно. Но вот я повторю, что начавшиеся рецидивы, первый раз он попал в психиатрическую больницу в 1962 году. В 1965 году он пытался убить жену, притом на полном серьезе. Потом были рецидивы в 1967 году. В 1969 он лежал последний раз в психиатрической больнице, притом лежал по полгода. Жена к тому времени подала на развод, потому что не было возможности выносить его. Вот у него, понимаете, даже есть такой эпизод, что ее желтый шарфик показался ему желтоконечной звездой, признаками еврея на территории гетто, и он набросился на жену, чуть не задушил. Были у него и с ножами нападения, и не только на жену. В общем-то, человек требовал изоляции. На неопределенное время это было, повторюсь. По полгода он лежал в больницах. И как-то 20 апреля 1970 года под вечер люди в Париже на мосту Мирабо, это такой район, и мост над рекой Сена,
люди заметили очень непонятного человека, который был одет в легкий плащ, но как-то суетливо шел на центр моста. Конечно, никто не ожидал этого, извините, последнего трюка в жизни Целлана, отнюдь не литературного. Он покончил жизнь самоубийством, выбросился, бросился в речку. И его нашли лишь через 10 дней, 10 мая. И только в плаще обнаруженная бумага с его инициалами, некий документ подтвердил, что это был выдающийся поэт Пауль Целлан. Вот так вот закончилась его жизнь. Вообще-то я рекомендую вам в первую очередь ознакомиться с его стихотворением «Фуга смерти». Почему фуга? Фуга — это музыкальный термин. В общем-то, представьте себе одну такую ось, а вокруг нее многоголосое хоровое пение. Это и есть фуга. И этот очень стих, понимаете, стихотворение очень можно понимать по-разному. Поэтому чем и силен Пауль Целлан, что вы можете, в общем-то, свои образы рисовать, если захотите. И будете правы. Он говорит, все имеют мнение на тот или иной литературный пассаж. Поэтому думаю, что некий интерес у вас возник к этой персоне. И очень рекомендуем вам почитать его и о нем. Благо сейчас интернет наполнен всеразличной информацией, достаточно противоречивой. Поэтому спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго.